И я приветствую вас, представители знака Зодиака Близнецы. Таро прогноз знаки судьбы. События до конца марта. Как меняется ваша реальность? И с чем это будет связано? Давайте узнаем, что скоро случится или произойдет. Или что скоро будет меняться в вашей жизни. Возможно, правда какая-то неожиданно откроется. Или придет нужная информация. Словом, куда заведет судьба. Знаки судьбы, как подсказки. Что вам важно услышать и нужно знать. И у нас сегодня колода Чарамаркети, это Таро снов. И как сонда, может быть, это ваши интуитивные предчувствия или ваши желания. То, что мы храним в нашей ментальности. Вот теперь вполне вероятно во вторую половину марта, до конца марта, что-то будет проясняться. Вот давайте мы с вами узнаем. Возможно, от какой-то информации, у вас как откроются глаза. Или вы по-другому будете видеть какую-то ситуацию, может быть, и глобально, по-другому будете видеть мир. Или сможете для себя в плане ресурсности что-то создать уже более правильно. И дела примут ход с более правильной ноги. Ну, давайте мы узнаем, поскольку у нас ретро-Венера, нам может что-то возвращать как и людей, так и события. И первый вопрос, первая карта. Что скоро будет и что вы вычеркнули из своей жизни, а оно к вам вернется до конца марта. Может быть, это какой-то конкретный вопрос. В чем вы поставили уже точку, а оказалась запятая или многоточие? Что прояснится или какая правда для вас откроется? И дальше знаки судьбы. 3 знака судьбы. Первый, куда заведет судьба. Или что вам хотят передать высшие силы? Какие возможности перед вами, может быть, по судьбе открываются? Давайте будем узнавать. Итак, что вы вычеркнули, возможно, из своей жизни, именно вычеркнули, потому что, может быть, это совпадало с сильными эмоциями, а оно, тем не менее, к вам возвращается. Мы говорим по судьбе. Вот правда, тут у кого-то была разрушительная ситуация такая. По 5 кубков это всегда апатия. Это когда мы прикладывали, может быть, и свои вкладывали ресурсы, прикладывали много усилий для того, чтобы осуществить наш проект или какое-то дело. Кубки – это чувство. Может быть, это именно касается чувств. Когда была какая-то сложная история в личной жизни. Здесь может прийти, кстати, как от вашего обидчика или того человека, который вам создал вот такую сложную, отягощенную ситуацию, можете получить какие-то сведения именно о его жизни. И вполне вероятно, этот человек к вам может обратиться с какой-то просьбой. И вы уже поставили в этом как будто точку, да, или вы уже вычеркнули буквально этого человека из жизни. Или, может быть, это, кстати, у кого-то и так проиграется, что мы могли быть уверены, что какой-то человек нам несет негатив. И может, кстати, правда открыться. И здесь, наверное, у каждого по-своему. И это, правда, может быть как со знаком плюс, и у вас словно откроются глаза, что это, как ложь какая-то была в отношении конкретного человека. Или это вас, настраивали, или какие-то советы давали, и вы можете принять во внимание, что зря я что-то слушала или слушал. Мне нужно было, точнее, видеть как-то по-своему или ориентироваться по-другому, потому что иногда по 5 кубков мы понимаем наши ошибки, вот такое тоже может проиграться. И тогда вполне вероятно, если была какая-то подобная ситуация, человек возвращается, да, и вы видите его, как-то совершенно по-другому, или вы кого-то хотите вернуть. Здесь может быть и примирение, потому что 5 – это мелкая карта, она не говорит, что это навсегда, но вполне вероятно, кто-то из вас расстался навсегда, и пусть это у кого-то будет касаться личной жизни, как я говорила, но у кого-то ведь это могут быть как сфера ваших достижений, сфера работы, и вам где-то, допустим, отказали, потому что такое тоже бывает. Начали собирать какую-то информацию о вас. Наверное, любой работодатель хочет что-то узнать побольше о том человеке, которого берет. И, может быть, за это время уже и работодатель пересмотрел и уже сожалеет, или руководитель, и вас могут и по работе возвращать тоже. Тут именно будет, если мы говорим, что вы вычеркнули из жизни, вы уже действительно кого-то или что-то вычеркнули, вы в чем-то поставили точку.
или приняли какое-то однозначное решение. А вот теперь это может вернуться. Хотя, повторюсь, я допускаю, что если вы проанализировали и видите, или, может быть, пришла к вам информация, если это касается конкретного человека, допустим, и вы понимаете, нет, вот я был неправ, все же мы иногда наши ошибки тоже признаем, и тогда и вы можете пытаться кого-то вернуть. Давайте узнаем, в чем вы думали, поставили точку, оказалось нет, тут запятая или даже многоточие, продолжение следует, но правда у кого-то по личной жизни. И ретроградная Венера нам может возвращать людей из прошлого. Вы знаете, тут даже, если мы сами ни о чем подобном мы не думаем, мы можем, к примеру, увидеть, что нам написал какой-то давний знакомый или давний друг, связь с которым, подруга пусть, да, у кого как, связь с которым оборвалась, или по какой-то причине человек словно выпал из зоны вашей видимости. Вы можете такого человека случайно встретить на улице, в городе, да где угодно. Вот здесь, как если судьба действительно кого-то возвращает, с кем, пусть даже были прежние, может быть, и любовные отношения по королеве кубков, все-таки это личная жизнь, то тогда не случайно. Здесь это словно по судьбе. Может быть, и вы, мои дорогие близнецы, кого-то хотите вернуть. Может быть, эта встреча или ваше решение, это уже состоялось в начале марта, или вы к такому выводу пришли даже месяц раньше, значит, тогда в своем решении вы будете укрепляться. Может быть, вы уже о чем-то сожалели или о ком-то, но тогда королева кубков будет говорить, если это сожаление, что, совершил или совершила какую-то ошибку, то договориться с человеком, примириться, проговорить откровенно что-то вы действительно можете, потому что всегда по королеве кубков идет карта любящего человека. По крайней мере, есть возможность, мои дорогие, с чем-то разобраться, найти взаимопонимание, найти общий язык. И, пожалуй, это будет очень важно, тем более, обратите внимание, я надеюсь, это видно, знак рака и ваш знак, мои дорогие. У кого-то, правда, совпадет просто даже вот с какой-то персоной, может быть, кстати, хотя мы не рассматриваем по гороскопу, но кто знает, вдруг это человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион. Или, может быть, имеет асцендент. Иногда люди не знают, когда, в каком знаке зодиака их асцендент, поскольку для этого нужно знать не просто дату рождения, еще и время рождения. И поэтому это как человек в таких энергиях. Но это кто-то к вам может прийти с добром, мои дорогие, пытаться с вами примириться, правда. И тогда, если вы на самом деле правильно оцениваете ваши отношения, то есть уже нет каких-то иллюзий, с другой стороны, и нет, каких-то сомнений или разочарований, вот таких глубоких, которые часто проходят или сопряжены с предательством, да, то, что мы обычно не прощаем, потому что говорят, один раз предал, это будет и второй, и третий раз. Поэтому, если действительно была какая-то метаморфоза или была какая-то путаница в отношениях ваших, мои дорогие близнецы, я вижу по этим двум картам, как и человек может вернуться, так и проговорить вы что-то можете, прояснить, понять друг друга. Или даже если вы возвращаете кого-то, то и человек, предположим, свободен. Здесь кто-то может вам и откликнуться тоже. Конечно, у каждого по-своему. Давайте посмотрим третью карту. Что же прояснится или какая правда откроется? Вот как мы все разные, правда, поэтому и карты, каждая карта имеет много значений. Десятка мечей – это всегда карта прошлого. Мы закрываем в прошлое дверь. И поэтому, действительно, это может быть какая-то правда, как наговор, да, вот я, к примеру, говорю. Или когда составили мы уже свое видение конкретного человека, персонажа, а здесь мы узнаем больше и понимаем, что мы с чем-то ошибались. Или наоборот, кто-то подтвердит свои предположения, и ведь наша жизнь, она неоднозначная. Поэтому это, кстати, может быть до конца марта, что в ком-то вы окончательно разочаруетесь, а в ком-то вы, наоборот, поймете, что этот человек заслуживает внимания и уважения. И если это где-то со знаком минус, какой-то негатив, то вы поставите в этом точку.
А если наоборот, к примеру, вы готовы вернуть кого-то, или человек сам возвращается в вашу жизнь, значит, это не вспоминай былое. Все равно какая-то точка есть. И тогда мы оставляем все прошлое. Были какие-то недопонимания, были, может быть, какие-то прения, может быть, и были ссоры, но тогда мы все равно и можем оставить это все позади, как будто в прошлом. И опять, что интересно, мои дорогие, это Солнце в Близнецах. Вот так соответствует эта карта. Поэтому в зависимости от информации, может быть, информацию какую-то вы получаете, или информация эта была вами получена прежде, тут еще и момент такой переосмысления, правда, проходит, потому что по десятке мечей это мы всегда что-то анализируем. Поэтому вы будете, ну, где-то размышлять по части вашего социума, по части ближайшего окружения и тех людей, которые вы можете их словно взять с собой в будущее. Или тех контактов, когда вас человек вдохновляет, может быть, с которым вам хорошо, кто к вам относится искренне. Или, мои дорогие близнецы, кому вы можете доверять. Знаки судьбы давайте откроем первую карту. Вера. Эта карта так называется, Вера, но если на классическое Таро, это карта Иерофант. Это то, что мы делаем по правилам. Это то, что мы делаем по традициям. И кто знает, может быть, у кого-то проходит венчание, соединяются какие-то союзы прежние любовные, когда вы по каким-то причинам друг друга не поняли и, может быть, даже на какой-то период времени расставались. У кого-то могут быть прояснены настолько взаимоотношения, что вы будете готовы оформить ваши отношения или буквально венчаться, может быть, и так, или что-то сделать по традициям, как принято в вашем обществе, как принято в вашем менталитете. Для кого-то из вас вы будете продумывать вопросы вашего проживания вместе. Вот такое тоже может быть. А для тех, кто по работе, мои дорогие, здесь действительно что-то по судьбе. Ведь часто карта Иерофант или пусть в этой колоде это вера. Но это та возможность сделать что-то максимально хорошо. Когда мы на долгий период жизни избавляемся от каких-то сомнений, когда мы проясняем максимально для себя как и взаимоотношения, так и любую ситуацию, когда мы становимся уверены в самих себе, в нашем партнере, или пусть это касается работы. И очень символичный такой момент, что знак Тельца, а Телец это всегда надежность. Это, ну, по крайней мере, ассоциация идет еще и, кстати, с финансовыми какими-то делами. И, может быть, у кого-то и личная жизнь переплетется. Есть еще и какая-то составляющая, может быть, в вашей семье, в ваших взаимоотношениях. Может быть, мои дорогие близнецы, это просто касается вас самих, вашего дома и конкретно вашей финансовой стабильности. И здесь, значит, тогда по Тельцу вы будете максимально направлять усилия, чтобы, с одной стороны, создать себе место комфорта, потому что место проживания, когда идет Телец, это тоже всегда проигрывается. И более того, где-то я могу предположить, пересмотр финансовой стратегии для вас тоже будет, потому что значение иврита «вав» или «гвоздь», мы словно как последний гвоздь в фундаменте, или мы с чем-то разбираемся, или строим вот эту базу нашей уверенности. И как знак судьбы тут действительно могут, как и люди, вернуться, или вы кого-то вернете, или вы сами с чем-то окончательно, так вот фундаментально определяетесь, и ваша жизнь становится более понятной для вас самих, мои дорогие. Она становится менее путанной, или какие-то тысячи, может быть, неопределенностей постепенно, шаг за шагом у вас проясняются и по части финансов. И опять же, это может означать, ну, как мы чувствуем, определенную защищенность. Мы теперь знаем, как мы будем действовать или куда мы пойдем. И эта карта, безусловно, как и вера, это где-то надежда, это спокойствие, это уверенность сама по себе. И не поднимая шума, вы будете подбирать себе окружение и, может быть, какую-то личную историю составлять. Это, как знаете, безмятежное присутствие
в нашей жизни очень важных людей и зрелое решение, когда мы формируем пространство вокруг нас, если мы говорим о доме. Ну пусть это будет о работе, у кого-то работа на дому, такое тоже может быть. Но это пространство вторично будет оказывать влияние или менять и вас, и вашу жизнь. Само по себе благополучие по иерофанту проходит. Ну и почему про деньги, наверное, потому что все же иерофант нищий не бывает. Давайте следующий знак судьбы. Вообще шикарно. Вот ни в одной колоде нет дворцов, а второснов, чиромаркеты, они есть. И дворец – это наше пребывание, место пребывания. И вот конкретно дворец монет – это место как нашего жительства. Это наш дом, куда мы приходим отдыхать, там, где мы себя чувствуем максимально защищенными, там, где мы испытываем особую уверенность. Почему? А потому что там царит наш порядок. Там все так, как нам нравится. Это то место, где мы можем где-то расслабиться. Мы можем быть сами собой, не надевая масок. Поэтому вопрос суть дома от начала до конца – это будет говорить карта о том, что вопросы вашего жилища – это как знаки судьбы. Этому нужно уделить внимание. Потому что отчасти это ваша безопасность. Это еще и место нашего душевного комфорта. И для вас знаки судьбы удели внимание, как и личной жизни, или сделай что-то по закону, потому что иерофант часто проходит согласованиями с высокими чиновниками, или, ну, отдаленно может это где-то говорить о том, что вы можете отправиться узнавать информацию, и к вам может такая информация буквально юридического, может быть, характера прийти, потому что традиции, да, или какая-то система, говорим, по карте иерофант система иерархии еще проходит. И здесь мы благодарны, что у нас получилось что-то осуществить. И вопросы дома – это тоже как знак судьбы. Вообще это обе карты стабильности и надежности. И поэтому для вас, чего бы это ни касалось, хоть личной жизни, мои дорогие, хоть место вашего дома, ну, видимо, тот фундамент, который вы для себя должны определить до конца марта. И у вас для этого все предпосылки, знаки судьбы. Ну, император. Тут действительно у кого-то будут проходить важные согласования, или вы хотите оформить какой-то документ, или вы хотите оформить, может быть, и отношения, и такое для кого-то будет проигрываться. Кто-то из вас будет просто строить карьеру. Но император всегда соответствует, у нас знак Овна, правда? И это энергия такая, как жизненная сила, наша активность. Когда мы уже что-то предпринимаем, это ваше намерение и цели по поводу того, что вы хотите воплотить в жизнь. И просто карта говорит тогда так, можно расценивать как совет. У вас действительно до конца марта может быть много контактов. Вы хотите, может быть, вопросы по дому решить или вопросы по личной жизни. Поэтому вы можете обращаться, к примеру, к разным специалистам. Или вы будете обращаться к людям закона, которые знают, как составить тот или иной документ. Тут и бумаги будут, и люди будут, и личная жизнь. Правда, но у вас очень сильная позиция. И единственное, что нам карта говорит, не иди против системы. Наоборот, максимально какие-то согласования будет очень благополучное время провести. Но помните, император иногда не только сила наша, как желание или нашей активности, но это где-то иногда и эго наше обозначает, и нам хочется настоять на своем. Поэтому, мои дорогие близнецы, будьте мудрыми императорами, потому что мудрый император, он поставил цель, но понимает, есть две или два направления, две ипостаси или две составляющих, которые нам всегда нужно учитывать. Это людское мнение, мы на него не влияем, и оно не должно вам отравить жизнь или осложнить жизнь. Мы тут готовы корректировать наш план, чтобы не зависеть от людей и от их мнения. А с другой стороны, это еще и обстоятельства, которые мы тоже не можем контролировать. Но адаптировать вам что-то придется. Но у вас добрая энергия на согласование, на подписание, повторяюсь, каких-то важных бумаг, для того, чтобы максимально не только свою жизнь сделать комфортно, а еще и правильно по закону. Вот, наверное, это значение вам хотят передать карты. Для кого-то это будет означать, мои дорогие близнецы, что вы можете
как и сами брать ответственность за кого-то. В сюжет у нас император, и это всегда возможность. Или вы можете столкнуться с таким человеком, или это пусть это человек, как ваш партнер, партнер по браку, и неважно, женщина, мужчина меня сейчас смотрит, но кто знает, в какой мы ситуации можем оказаться, и это как поддержка, может быть, человека, который уверен в себе. Может быть, по части именно истории любви или личная жизнь. Человек, ваш партнер, тоже достаточно сложен. И этот император, конечно, подобные энергии в первую очередь касаются вас самих. Второй снов, обратите внимание, как два скипетра власти вам словно протягивает император и говорит: возьми. Это для вас, близнецы, возможность, когда вы должны в этот период времени максимально правильно, как я говорила, распределить свою силу и овладеть ею в полной мере. И тщательно обдумать, каким образом вы будете действовать. Поэтому где-то карта будет говорить о том, что для тебя открывается сейчас окно возможностей. И начиная, может быть, с марта месяца и на последующий период, тут идет какая-то все же перезагрузка, мои дорогие. Потому что ивриту соответствует в переводе хе, это как окно, окно возможностей. Я сказала об этом, но это доброе время, когда вы можете как раз свою силу или свои навыки, ресурсы. Пусть у кого-то это будет касаться по части личной жизни, а у кого-то это будет касаться по части ваших достижений. Но значит, максимально возможности свои использовать вот такое благоприятное время. И даже если прежде была какая-то неопределенность, были какие-то разочарования, вы до конца марта можете окончательно с чем-то определиться, чтобы быть счастливым. По крайней мере, знать, что вы будете развивать или что вы будете продолжать, а в чем вы поставите точку. Это и будет означать, что какая-то путаница закончится. Вкладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.